Наша поездка была бы далеко не столь насыщенной без поддержки компании ВМП Авто, среди множества продуктов которой есть новинка – Валера. Проникающая смазка с уникальными свойствами, эффективно преобразующая ржавчину и заменяющая целые серии аналогичных продуктов. Прикипела? Есть Валера. В предыдущей серии Dream Road Япония мы вылетели из Москвы, прилетели в Токио и немного погуляли по городу, посетив Акихабару, магазин с хентаем и Сибую, а заодно впервые попробовали разную японскую еду и напитки. На второй день мы сгоняли на Эбису, посмотрели заезды на кубок местной водокачки по дрифту и пообщались с небезызвестным Энди Греем. Но, к сожалению, из-за технических проблем материал получился не очень качественным, он выйдет уже после сериала. Сегодня же, встав с позаранку, мы отправились в следующую точку нашего путешествия. Наша сегодняшняя поездка на гоночную трассу Twin Ring Motegi, на которой к тому же находится музей Honda, началась с приключений. Я, выходя из Синкансена, умудрился забыть GoPro со стабилизатором. Буквально в последнюю секунду вспомнил об этом и запрыгнул в закрывающиеся двери, оставив Витю куковать на платформе. А сам уехал без денег и документов, оставшихся у Виктора, до следующей станции. Благо, остановка была недалеко, и буквально через полчаса я вернулся обратно. Ну все, слава яйцам, я доехал обратно, мы опять встретились. Я что-то не понял, расскажи мне, как ты от меня отстал, потому что я успел только рявкнуть камерой стоп, да. Развернулся, побежал обратно, да, оборачиваюсь в дверь, а тебя нету. Я думаю, сейчас заберет. А если это закроется дверь? Только пошел, закрывается дверь. Спустившись в город, мы пересели на японский пригородный автобус, впервые воспользовавшись таким видом транспорта. Ничего сверхъестественного. Оплата производится постфактум, то есть на выходе, но при входе вы должны взять вот такой талончик с номером вашей остановки. А рядом с водителем висит табло, которое показывает стоимость от предыдущих остановок до текущей. Оплата производится в специальный аппарат на выходе около водителя, причем только наличкой. Еще забавный момент. Стоять в автобусах при наличии свободных мест запрещено, водители просят сесть. Спустя 40 минут езды мы высадились на какой-то безымянной остановке среди рисовых полей. Мы сейчас, в какой-то деревне. Вообще вышли где-то посреди трассы. Рядом кладбище. Рядом кладбище. И, в общем, сейчас мы топаем в сторону железной дороги, чтобы успеть на поезд и уже доехать на нем до, собственно, Twin Ring Motegi. Картинка прям как в постапокалиптических фильмах, ни единой души. Правда, для постапокалипсиса здесь больно чисто и красиво. Вскоре мы пришли на столь же пустынную станцию, чтобы сесть, как мы думали, на поезд, попутно распив по бутылочке очередного экзотического напитка. Ты выпьешь эту хрень и будешь таким же. А вот и наш поезд. Сели мы в этот японский трамвай, хотя на самом деле это не трамвай, а рельсовый автобус. Слышите звук? Реально дизель с передачами, то есть он едет, переключает передачи, и, кстати, едет на 8 километров. Я думаю, около 70-80 где-то. Покачивает, потряхивает. Прикольно. Народу вообще никого. Одна бабулька с нами. Трясет на самом деле этот рельсовый автобус просто нещадно. Ощущение, что местные железные дороги в Японии хуже, чем автомобильные. Но искупается это все видами прям тру японской глубинки, заросли деревьев и микроскопические деревушки. Вообще ездить не туристическими маршрутами, тем более в Японии, на мой взгляд, очень здорово. Оплата данного вида транспорта ничем не отличается от оплаты предыдущего автобуса. В скором времени мы добрались до городишка Мотеги, от которого нам предстояло добираться уже до самой трассы и музея. Сейчас будем искать, как добраться до Twin Ring и до Honda Collection Hall. Витька, смотри, на карта какая. Как ты думаешь, мы много здесь что-нибудь поймем? Ну, я вижу дороги. Уже неплохо. Зайдя в Google, мы обнаружили, что до следующего автобуса час, точнее не до следующего, а вообще до автобуса, который нас довезет до Twin Ring Motegi, остался час. Вот. До него 4 километра. В общем, идем пешком. Улицы Мотеги опять же были пустынны, зато чистота и красота, нам бы такое в глубинке. Солнышко тем временем потихонечку пригревает.
Вот вам цены на бензин в Японии. Не знаю, что из них что. Делите примерно на 2, получите то, что у нас. Заправка фирмы, сокращение Jackass. Пока мы шли, помимо красивых видов, постоянно натыкались на стоянки по продаже автомобилей. От совершенно убитых до вполне живых. Цены, что вы видите, в десятках тысяч йен. То есть, например, цифра 27 означает, что машина стоит 270 тысяч йен. Или примерно 150 тысяч рублей по нынешнему курсу. Самые дорогие машинки кейкары, так как на них низкие налоги и вообще всяческие послабления. Потихоньку мы выбрались из города и пошли вдоль небольшого местного шоссе, вскоре попав в очередное приключение. Из-за единственной стоящей на обочине машины, кое оказался грузовичок с эмблемой трассы, внезапно вышел японский дедушка и поинтересовался, куда это мы идем. Выяснилось, что Google нас обманул и повел к другому, заднему входу, который был закрыт. Но у дедушки, который оказался работником трассы, во-первых, был ключ от этих ворот, а во-вторых, он любезно согласился нас добросить на своем кей-грузовичке. В общем, мы гордо подъехали к самому входу в музей, как настоящие отцы, хоть я и в кузове. История этого бренда могла закончиться не начавшись, причем не единожды. Начавший свою карьеру в 1922 году в качестве автомеханика, в 1936 Соичиро Хонда участвовал в соревнованиях и попал в настолько серьезную аварию, что 3 месяца провалялся в больнице и навсегда потерял возможность участвовать в гонках. Второе потрясение его настигло во время Второй мировой войны, когда его производство практически подчистую разбомбили силы союзников. Тогда он взял все, что у него осталось, за копейки продал Тойоте, купил себе цистерну и оборудование для производства виски и на год ушел в запой. Через год он из этого запоя вышел и организовал фирму, которую мы и по сей день знаем как Honda. Жизнь Соичиро Хонда, как и многих других великих людей, была непростой и начиналась с самых низов. Он родился в небольшой деревушке Комио, в семье кузнеца, который в том числе чинил велосипеды, и маленький Соичиро ему в этом с удовольствием помогал. В 15 лет после школы Хонда уезжает в Токио, чтобы попытаться стать автомехаником. Это ему удалось, хотя и далеко не сразу. Тем не менее, судьба дала ему шанс попасть в гараж, который, помимо прочего, принимал участие в гонках. Там же заметили и талант Соичиро. Попав в 1936-м в вышеупомянутую аварию, в 1937-м Honda основывает свою первую компанию по производству поршневых колец – Такай Сиики. В нее он вложил все свои деньги, включая украшения своей жены, получил крупный заказ от молодого автопроизводителя Toyota и потерял его из-за недостаточного качества продукции. Буквально спустя пару лет, разобравшись в системе контроля качества, он таки получил его, но тут вмешалась Вторая мировая война, а также серьезное землетрясение. После войны Япония испытывала жесточайшие проблемы с топливом, и Honda, быстро сориентировавшись в ситуации, нанял 12 человек и в малюсеньком помещении всего 16 квадратных метров начал устанавливать моторы с бензиновых генераторов Тохатсу на велосипеды. А когда готовые моторы закончились, он создал свой аналог такого двигателя и продолжил работу. Так появился первый мотоцикл от Honda – A-Type или Bata-Bata. В 1949-м Соичиро объединился с Такео Фуджисавой и инженером Кихачиро Кавашимой, и появился бренд Honda Motor Company. Фуджисава привнес в компанию не только капитал, но и понятие о том, как нужно строить бизнес. В этом же году появляется первый мотоцикл разработки самой компании – D-Type или The Dream – мечта. Honda Motor Company очень быстро завоевывала популярность, но прорывом стал Motic Super Cup C100. Эта модель стала самой продаваемой во всем мире. На данный момент их произведено свыше 100 миллионов экземпляров. И что самое забавное, производство, разумеется, с некоторыми изменениями, продолжается. В тот момент Honda стала абсолютным лидером по продажам мотоциклов в Японии. Но Соичиро было недостаточно цифр продаж. Он хотел, чтобы его транспортные средства были быстрыми и удобными. В 1959-м компания впервые поучаствовала в гонке Isle of Man Tourist Trophy, выиграв ее как производитель, а затем буквально в течение 5 лет они победили во всех значимых гонках во всех классах, от 50 до 500 кубических сантиметров.
а потом стали крупнейшим мотопроизводителем в мире, коим Honda Motor Company остается и по сей день. Кстати, примерно тогда же, в конце 50-х, Honda заказал дизайн у известного тогда архитектора гоночных трасс Джона Худенхольца, а затем и построил к 62-му первую настоящую гоночную трассу Японии – Сузуку. Он верил, что идея успехов на треках, которая вывела его мотоциклы в топ мировых продаж, сработает и с машинами, и в целом подтолкнет японских автопроизводителей. Компания, к слову, стала первым производителем в мире, имеющим свою собственную гоночную тестовую трассу. Honda всегда стремился вперед в плане технологий, не только автомобильных, ради того, чтобы людям было комфортнее и приятнее жить, как бы банально это ни звучало. Это был один из основных принципов компании. Например, почти за полвека до всех современных гироскутеров у него было вот такое устройство для катания на роликах. И такого было очень много. Того же робота Асима, думаю, все помнят. Но давайте уже перейдем к автомобилям. Созданием собственного авто Сеичиро заинтересовался в начале 60-х, одновременно с постройкой Сузуки. Результатом стала презентация на токийском автосалоне 62-го самого первого автомобиля от Honda – S360 с мотоциклетным двигателем соответствующего объема. Машина произвела фурор, но в серию не пошла. Первым серийным авто от Сеичиро-сана стал совершенно другой агрегат. Между прочим, самой первой серийной моделью Honda была отнюдь не какая-то спортивная модель, несмотря на увлечение Honda автоспортом. Это был самый обычный утилитарный грузовичок Т-360, произведенный в 1963 году. Казалось бы, что общего между легким спорткаром и маленьким грузовичком? На самом деле этот трудяга был полностью создан на агрегатах того шикарного кабриолета. Моторчик, выдающий 30 лошадей при 8500 оборотов, разгонял его аж до 100 км в час. Однако долго Сеичиро не продержался. Уже в 1964 году он выпустил первую легковую машину S500. То, что здесь стоит, S500, S600, S800, это все более поздние, более мощные версии одной и той же машины. На самом деле, она до сих пор реально круто смотрится. И, как нетрудно догадаться, именно эти машины стали прямыми наследниками той самой S360, хотя первая из них, S500, вышла спустя несколько месяцев после Т-360. Несмотря на невероятные успехи фирмы на мотопоприще, ее автомобили не были суперпопулярными, хотя почти каждый из них привносил что-то новое. Например, вот такой забавный грузовичок Honda Van от 70-го года. Он был создан вовсе не для армии, а для активного отдыха, но компания просчиталась, сделав его моноприводным, и большого успеха он не снискал. Попытки выйти из класса ультракомпактных авто с моделью 1300 в 69-м тоже не имели большого успеха. Задержки с производством и слишком высокая цена отпугивали покупателей. Все это шло вплоть до 1972-го. Нынешний пушка-гонка Civic начался в 1972 году вот с такого вот малыша. Он стал изначально очень популярным в Японии, а в 1973 году в Америке ввели новый экологический закон, закон маски. И Honda стала первой машиной, которая прошла эти техтребования. Она стала очень популярной еще и в Штатах. И я помню прекрасно американские фильмы, в которых на них ездили всякие нищеброды. Но прикол в том, что эта машина была дешевой, проходила по экологическим требованиям, и она была очень надежной. Секретным компонентом Civic стала технология CVCC, благодаря которой машина не была оснащена каталитическим нейтрализатором и могла питаться этилированным бензином, при этом вписываясь в экологические нормы. Ну и расход при бушующем топливном кризисе 73-го был важен. В Honda быстро сориентировались, что к чему. Обратите внимание, насколько эта машина отличается от предыдущей, насколько она американизирована. Эти деревянные вставки, попытки сделать хотя бы боковины кожаные в салоне, огромные бампера и даже название Civic Country. Остальную историю Civic, одну из двух самых популярных моделей Honda, в общем-то все знают, и многие машины с третьего поколения и далее до сих пор бороздят мировые просторы. Что же касается второй модели, если Civic пробил дорогу на американский рынок, то Accord окончательно закрепил положение Honda на мировом рынке. Это была первая машина, которая добилась прям огромного успеха. Accord был прямым продолжателем Honda 1300, но все ошибки предшественника были учтены, что и послужило причиной для взлета продаж. Поначалу задуманный как небольшой хэтчбэк, немногим больше Civic, Accord потихоньку рос и в итоге стал немаленьким таким седаном. Но в компании никогда не забывали и про компактные авто, такие как CRX, и про субкомпактные автомобили кейкары, в которых тоже использовались различные интересные решения. Это дело хорошо знакомо поклонникам Mighty Car Mods. Это Honda Motocompo, а это то, к чему эта Honda Motocompo в комплекте шла. Это Honda City. Прикол в том, что он помещался в ее багажник. Согласитесь, сама идея продавать машинку с мопедом, помещающимся в багажнике, весьма интересна.
А это два очень крутых кабриолета от Honda. Один S600, который вообще является чуть ли не живой легендой. Мы с Витей сегодня, да, по-моему, когда ездили, видели одну штуку, такой тоже в очень хорошем состоянии. И Del Sol Hardtop, на который ставился, если мне не изменяет память, B16, тот самый 160-сильный 1.6. Между прочим, Beat был последним авто, который был одобрен лично Сойчиро Хондой в 91-м. И в отличие от практически всех кейкаров, в нем нет принудительного наддува. Вместо этого там установлена система MT-REC с индивидуальными дросселями на каждый из 3 цилиндров. Del Sol же по сути это Civic без крыши. Но давайте отмотаем время немного назад. В 1978-м на волне успеха Civic и Accord на японском рынке было создано подразделение Honda Verna, которое продавало автомобили, оснащенные лучше обычного, либо имеющие лучшие динамические показатели. И первым авто, продающимся через эту сеть, стал... А вот эта мелочь на 13-х колесах, товарищи, не что иное, как первое поколение Прелюда. К сожалению, здесь других поколений нету, но первого я не видел ни разу. Я видел тройки, я видел двойки, четверки, у меня была 5, но первого никогда не видел. Очень забавная машинка на самом деле. Прелюд, кстати, стал первой моделью Honda с люком в базе. Машина была тепло принята в Европе и Америке, хотя и не стала бестселлером. Со временем она становилась все более мощной и спортивно ориентированной, хотя до уровня именно спортивных моделей она не дотягивала. Скорее, это было эдакий гран-туризмо по-японски. Кстати, о спортивных моделях. Ну что, товарищи, дождались самый смак. Здесь нету более свежих тапков, здесь нет даже DC5 Integra, зато есть Tich NSX, машина, которая не существует, то есть она как бы существует, но ее очень мало кто видел. Здесь и DC2 Tegra, и EK9 Civic. Я, честно, крайне бы хотел одну из них себе иметь, а может быть даже и не одну. С серии Best Motoring, посвященной истории Type R, начался путь BMI Russian. Легенда о Type R. За все эти годы мы немало вам про все это напереводили, так что буквально основа. Type R – дорожные версии спортивных автомобилей, максимально приближенные к гоночным и предназначенные в первую очередь для треков. Началось все с максимально облегченной версии легендарной Honda NSX. Так, стоп. Я ж вам про NSX ничего не рассказал. Давайте-ка отмотаем время немного назад. История NSX уходит корнями в 1984 концепту HPX Honda Pininfarina Experimental. Целью было догнать и перегнать европейские суперкары, например, модели Ferrari с V8. Но в то время на территории Японии действовало джентльменское соглашение, по которому автопроизводители не создавали авто мощностью свыше 280 лошадиных сил. Как выкручиваться? Разумеется, снижением веса и управляемостью. За первое отвечал первый в мире цельноалюминиевый кузов, а также полностью алюминиевый двигатель, а за второе – тестирование на треках и привлечение к доводке пилота Формулы-1 Айртона Сенна. То, насколько машина была хороша, свидетельствует, что первый NSX продержался без каких-либо колоссальных изменений в конструкции с 90-го вплоть до 2005 года. 15 лет. Но вернемся к нашим тапкам. Кому-то было мало и без того классной динамики и управляемости лучшего хондовского спорткара, и в недрах компании родился NSX Type R, основными изменениями в котором были более агрессивные настройки подвески и радикальное похудение и без того легкого автомобиля. Следующей ласточкой в прямом и переносном смысле стала компактная купе Integra 3-го поколения. И там переделки были гораздо серьезнее, вплоть до вручную собираемого на гоночных компонентах мотора 1.8 с отсечкой почти в 9000 оборотов, о чем рассказывалось в том же Best Motoring. Следующим претендентом на попадание в элитный клуб стал Civic 6-го поколения. Его 1.6 прокачали до 185 лошадиных сил. И, разумеется, все остальные компоненты, такие как жесткая подвеска и облегчение, тоже были при нем. Последними попавшими в R-линейку стали Accord, впоследствии подразжиревший и ставший Type S, и четвертое, увы, последнее поколение Integra на ее шикарном K20. К сожалению, до наших дней Бейджик R дожил лишь на Civic. Все остальные модели элитного клуба закончили свой путь. Меня тут могут упрекнуть в том, что я не упомянул, хоть и не Type R, но, так сказать, второй сверху, спорткар от Honda S2000. Ее, увы, в музее не было, как и DC5 Integra, но не сказать о ней также было бы неправильно. Этот японский спортивный кабриолет начал свою жизнь в качестве концепт-кара в 95-м, а серийные модели появились в апреле 99-го, дабы отпраздновать 50-летие компании. S в названии проистекает от самых первых спортивных Honda. 2000 рабочий объем двигателя первых выпусков. Он, кстати, в свое время попал в книгу рекордов Гиннесса как атмомотор с наибольшей удельной мощностью на литр. С 2 литров было снято 250 лошадиных сил. Ну вот, постарался ни про какие ключевые модели не забыть, хотя, конечно, многое осталось за бортом. На этом заканчивается этот ролик, но не заканчивается история бренда, ведь спустя много лет таки вышло второе поколение NSX, являющееся гибридом. А еще компания, которая являлась синонимом хороших атмомоторов, турбировала Civic
Type R. Ну и не заканчивается наше посещение музея. В следующей серии Dream Road Япония мы с вами во влоговом режиме немножко погуляем по залам музея, заскочим на трассу Twin Ring Motegi и с невероятными приключениями отправимся обратно в Токио.